1380 год. 8 сентября. Куликово поле. Сейчас это Тульская область. Решающая победа русских войск и окончательное ослабление хана Мамая и усиление другого хана Тохтамыша. Но о нем мы поговорим позже. Перед тем, как начать битву, было принято вывести двух знаменитых воинов, которые сражались. Тот, кто побеждал, его сторона, его армия, его соплеменники имели право на первый удар, то есть на первое нападение. Кроме всего прочего, такое состязание имело огромное значение, потому как нужно было поднять или сломить дух войска. Дух, настрой на победу, веру в победу, стержень. Дух войска очень многое значит. Ломая дух войска, по сути, ты одерживаешь моральную победу вначале, а потом уже и физическую. Именно потому хан Мамай отправил своего знаменитого воина, чтобы тот сражался с русским пересветом, монахом-схимником, но в прошлом воином, участвовавшим во многих сражениях. Многие спорят, многие говорят, что его описывают схимником. На самом деле он был далеко не схимником. Потому что если бы он был монах, его бы возвели в лик святых. А этого не произошло. Значит, его представляли схимником, а на самом деле многие источники говорят о том, что он был жрец, что он был могущественный жрец, обладающий определенной силой. И он знал, куда шел. Он знал, что это будет его последняя битва. Но он пошел на эту битву намеренно и твердо, зная, что его ждет и для чего и чему будет служить его смерть. Против кого он пошел? Звали его Челубей. А вообще это был грозный воин, печенег Темир Мирза, Таврул Чалабай. Вот его полное имя. Он выиграл 300 поединков. Он был несокрушимый воин, непобедимый. Ни разу не проиграл никому. И говорили, что он не просто воин, он колдун. И он обладает определенной силой. Почему издревле считалось, что люди, которые никогда не проигрывают, они заключают какой-то договор с определенной силой? Отчасти это правда. То направление, которому следовал Челубей в магии, позже у буддийских монахов называлось Бонпо. Я объясню вам, что это означает. И таких воинов называли дабоб, посвященные. Однако Челубей навряд ли знал тибетских монахов и общался с ними. Это говорит о том, что определенные учения и направления магии
и религиозных традиций были общие для многих народов. И поэтому, к своему удивлению, мы узнаем, что, оказывается, совершенно разные народы, живущие на разных концах мира, могли исповедовать, скажем, одну и ту же традицию, верование, иметь одно и то же, одинаковое, похожее чем-то. Это еще раз доказывает, что у магии и у различных учений и колдовских направлений одни и те же корни. Итак, ординец Челубей Темир Мирза, он был колдун. Он был жрец определенного культа, воинской касты, и заключал договор с силами демоническими, высшими демоническими силами. И в чем заключался этот договор, этот контракт так называемый? Он обещал силам, демоническим силам, душу врага, убитого им. А взамен он просил и вселял в себя, позволял вселиться в себя, в тело свое, зверя. Это демоническая сущность, темная сила, которая вселялась в человека и сражалась вместо него. То есть человек становился практически зверем, неуязвимым, без страха, без какого-либо, скажем так, внутреннего вот этого состояния человеческого. Он не ощущал ничего, он не чувствовал боли, он не знал поражения, он не отступал. Это был зверь. Это был не просто зверь, это не просто была какая-то сила зверя или эгрегор зверя, с которым соединялся он. Это был демонический зверь, который не боялся ничего и который сражался вместо него. Дело в том, что демонические сущности не могут вселяться в человека просто так. Человек должен нарушить закон мироздания. И тогда не всегда эти сущности могут легко вселиться в человека. Если его род слабый, они могут вселиться и таким образом наказывать этот род. Если человек нарушил определенные заветы, законы, но, предположим, вел себя недостойно на кладбище, у него может быть вселение, то есть подселение. Но это, по сути, одно и то же, просто подселение, более знакомое слово, подселенец. И еще в том случае, если он позволяет и вселяет в себя по своему желанию определенную сущность. Так вот, Челубей Темир Мирза – это был воин-колдун или воин-маг, который знал определенные законы и который проходил посвящение. Именно поэтому он перед каждым боем или перед каждым сражением вселял в себя этого зверя. И знали, что Челубей неуязвим, что он обладает определенной нечеловеческой силой, и его победить невозможно. Вот именно поэтому Мамай его и отправил. И перед боем он провел этот ритуал, вселив в себя зверя. Однако ночью он увидел во сне женщину, которая строго-настрого приказала ему не вступать в бой с Пересветом. Сказала, что это земля Пересвета, и он имеет право защищать эту землю. И если Челубей
не послушается, если он ослушается ее совета, то зверь, который вселится в него, уйдет в тот момент, когда наступит решающий бой. Оставит его одного. Оставит его как обычного смертного человека. И тогда Челубей проиграет. И Челубей не послушался, он ослушался этого. С другой стороны, друзья мои, его можно понять. Быть может, он испугался Мамая. Все-таки Мамай был его господином, его ханом. И, может быть, он подумал, что его внезапный отказ будет неправильно понят, и тогда его объявят трусом, а для воина это самое страшное, что может быть. Если усомнились в его храбрости. И тогда, собственно говоря, и жизнь Челубея могла закончиться так же позорно. Но как бы там ни было, ему было приказано не вступать в бой. Ему запретили силы. И он знал последствия. Он понимал, что если он ослушается их, то наказание за это смерть. Однако ему, наверное, деваться было некуда. А может, он надеялся на свои собственные силы. А может быть, он, будучи непобедимым воином, уже настолько поверил в себя, что самоуверенно решил, что на сей раз он сам справится без помощи зверя. Даже если этот зверь в какой-то момент уйдет, в любом случае он ведь храбрый, сильный воин. Что ему стоит победить какого-то Пересвета, еще и схимника? Наверняка он плохо знал его биографию, он плохо знал, что Пересвет тоже являлся жрецом тайного культа, и что он тоже был воином в прошлом. То есть это был не случайный человек, который вышел против него. Ну, как бы там ни было, встретились Челубей и Пересвет. И началось между ними сражение. И в этом столкновении Челубей погиб. Как и было сказано, зверь вышел из него в тот момент, в такой самый решающий момент. И он ослаб. Он стал обычным смертным. Его сил не хватило, чтобы довершить начатое до конца. Хотя вначале все думали, что он победит, потому что он ранил Пересвета. И изумленные воины, которые находились рядом с ними и смотрели это сражение, эту битву двух великих воинов, с ужасом для себя увидели, как из Челубея нечто такое черное вышло и ушло, растворилось в воздухе. Какой-то сгусток черный ушел из него. И Мамай с болью сказал своим телохранителям: Тимур Мирза погибнет. И в следующую минуту так и случилось. Он смертельно раненый упал с коня и спустил дух. Пересвета конь сам умчал до русского стана. Он был смертельно ранен, но живой. И русский дух остался несломленный. Пересвет победил. Он поднял руки, показал, что он остался жив, пожелал всем удачи в бою и упал на руки своих друзей, находящихся рядом. Русское войско напало, и итог Куликовской битвы нам известен. Хан Мамай проиграл. Это было началом конца Золотой Орды. Еще не совсем концом Золотой Орды, но началом конца, ослаблением Золотой Орды. С этого времени началось вытеснение Золотой Орды
из русских земель. Теперь, я к чему вам рассказала эту историю? У меня есть ритуал, так и называется. Зверь Челубея. Я так назвала, хотя зверь однажды оставил Челубея. Но оставил, потому что тот ослушался. Если бы Челубей услышал предостережение, если бы он отказался выйти против Пересвета, если бы он сбежал с Орды ночью, в любом случае, если бы он не пошел против него, он остался бы жив, и зверь был бы верен ему. И он до конца своей жизни был бы великим воином. И умер бы, наверное, своей смертью, а не в бою, потому как он был неуязвим. Но Челубей ослушался. Однако мы помним, что до этого 300 поединков Челубей выиграл, что его боялись все. Он был уважаемый воин, он был богат, он был удачлив, у него была красивая жена и сильный род. И единственный раз он допустил этот промах, ослушавшись сил, которые его предупреждали. Но зверь Челубея, так назвала я, условно, естественно, это не его зверь, но условно так называю я этот ритуал. Я этот ритуал провожу иногда. У меня многие просят ритуал, например, купол ведьм. Я сказала, что я закрываю человека от смерти. И его нет в этом мире. Он не существует, и силы смерти его не видят. Поэтому не могут забрать. Начали просить, а можно ли этот ритуал? Нет, не можно. Вы знаете, говорят, хороший тренер оставляет один прием для себя. Есть такой грузинский мультик «Кот и лев». Когда кот учит львенка всяким воинским премудростям, различным приемам, и в какой-то момент царь лев приглашает всех зверей и говорит: сегодня мой сын будет состязаться со своим тренером. Если выиграет тренер, отрублю голову ему. Если мой сын, отрублю голову тренеру. И тот говорит: как же так? И в одном случае, во втором случае я должен быть казнен. Он рассмеялся и сказал: ну я же не буду казнить своего сына. Начался поединок, и по итогу кот победил. И когда уже пришли его забирать, чтобы казнить, он побежал и поднялся на дерево. И вот сидит там, и лев говорит: эх ты, почему ты этому приему моего сына не научил? И он оттуда говорит: потому что знаю ваше гнилое племя, вот поэтому и не научил. Теперь я скажу: знаю я это гнилое племя, дайте то, научите этому, покажите другое, а завтра будут это все где-то печатать, издавать, переделывать, показывать. Но раз уж это тайный ритуал, нигде нету, иди докажи, что это твой ритуал. Нет, дорогие мои, есть работы, которые я никому никогда не отдам. Я оставлю только своим преемникам, если они будут. Или оставлю, кому захочу оставить. Я пока еще помирать не собираюсь, так что за меня сильно не переживайте. Так вот, как вселяют зверя, воина. Это тоже один из моих ритуалов, который я навряд ли в ближайшие годы кому-то покажу или доверю. Но он работает. Это проверено. И я объясню, как это действует. Начитываешь на человека, на его фотографию, на его фантом. Направляешь этого зверя.
По крайней мере, чаще всего обращались ко мне люди, которые хотели выиграть на чемпионате мира, даже во время плавания. Появляется у человека просто нечеловеческая сила. Он, не помня себя, рвется в бой и выигрывает. Когда все заканчивается, эта сила уходит, потому что, за ненадобностью. Однако хочу вам сказать, что потом нужно будет откупиться. Каким образом откупиться, я вам говорить не буду. Нет там кровавых жертвоприношений или чего-то еще, но есть определенный откуп, который преподносится. Еще этого зверя вселяют, когда люди находятся в экстремальной ситуации или когда они потерялись. И ты смотришь на фотографии и понимаешь, что человек жив. А чтобы он вышел оттуда, чтобы он смог обойти все капканы, чтобы в нем исчезло чувство страха, чтобы он смог победить, вырваться, в него надо вселить зверя. Зверя нельзя вселять, когда человек сидит, потому что он может там совершить очень неправильные поступки и усугубить свое положение, и увеличить свой срок. Потому что в закрытом пространстве, сами понимаете, внутри человека эту звериную агрессию вселять глупо. Зверя вселяют во время боя, чтобы не было чувства страха, чтобы чутье у человека было на высшем уровне. Зверя вселяют, когда в жизни определенные страшные такие моменты, и нужно выйти победителем из этого всего. Предположим, человек в окружении находится, или человек должен пойти кого-то искать и найти в военной зоне, и чтобы в нем не было страха, чтобы он чувствовал, улавливал в воздухе эту опасность, как зверь. Усиливается у человека, может быть, не к месту, но нюх, понимаете, 7 чувство. Усиливается слух, обостряется зрение. Он предугадывает шаги своего противника. Он очень силен, словно после приема допинга, я бы сказала. Не чувствует боли. Он может раненые километры пройти и не понять. Где-то это даже и нехорошо, потому что если человек совсем не боится, страх останавливает страх, здоровый страх, он тормозит человека. Если страха нет у человека, он может совершить роковые ошибки, потому что он не чувствует, у него нет этого тормоза, остановки. Однако хочу вам сказать, что именно во время боя этот зверь помогал и вытаскивал оттуда человека живым, здоровым. И было несколько случаев, когда удивлялись люди, видя эту храбрость, мощь, бесстрашие, эту агрессию звериную у обычного человека, и как он выживал там, где невозможно было выжить. У колдунов, у ведьм, у знающих людей издревле были такие тайные секреты, которые были даны не всем, только избранным, только посвященным. И зная эти тайные секреты, те, которые могли узнать, найти. Я, например, я не нашла ритуал, я нашла, в принципе, все детальные объяснения, как это делалось, каким образом, технику, можно сказать, из очень-очень старинной книги. Но там просто описывается в общих чертах. Это нужно самой догнать и понять, как это делается. Потом я сравнила с другим источником. Этот источник, он старогрузинский. Там тоже нечто похожее сказано перед сражениями.
перед сражением царя Теймураза, второго, кажется, были определенные такие воины, которые не боялись смерти. Такое есть у иранских воинов. Их называли федаи. Кстати говоря, армяне взаимствовали это название. Это были вот как ниндзя. Кстати, ниндзя точно так же. Это вселение определенных сил, духов. Понимаете, те же характерники. Это были люди не просто воины искусные. Они владели определенными приемами колдовства. Начитывали заговоры, становились неуязвимые, невидимые для врага. И очень много таких воинских сообществ, которые свои тайны, свои секреты очень тщательно хранили, охраняли, не давали непосвященным. И вот, собирая по крупицам, в какой-то момент я создала несколько таких работ «Вселение зверя». И когда один раз я это провела, на мое удивление, когда человек выиграл чемпионат по греко-римской борьбе, это среднего роста, средненький мужчина, я не буду называть его имя, но он несколько раз обращался, и он несколько раз выигрывал, он стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Я поняла, что это настолько серьезная вещь, и насколько это действенно, действительно это работает, и очень сильно работает. И вот отсюда все эти легенды о неуязвимых воинах, великих, непобедимых, понимаете? От силы многие из них знали определенные тайные секреты, которыми пользовались. Конечно же, просто так духи не помогали человеку, он должен был заслужить это. Значит, он заслуживал, значит, ему можно было победить, вот он и побеждал. Однако вот представьте, какая интересная техника. И насколько ты начинаешь понимать, что тебе доверили вот то, что другим доверять, не доверяли. Другие не могли открыть. Если не дано человеку, он может читать это несколько раз, просмотреть, увидеть. Даже рассказать ему могут, у него улетучится из головы, он даже помнить не будет и не обратит на это внимания. Потому что это не его, это ему не дано. Я захотела вам рассказать об этом ритуале точно так же, как я вам рассказывала о том, как ведьма проводит ритуал спасения детской жизни и жизни ребенка вперед под свое покровительство ребенка, называет этого ребенка своим. И я об этом ритуале тоже рассказывала, как я помогаю детям. Каким образом происходит, когда род вырождается, ребенок должен уйти, и некто называет этого ребенка своим, становится названным родителем, дает ему имя, и ребенок уже ментально оторван от этого проклятого рода и присоединен к ее роду. Да, он продолжает генетически фамилию своих родителей, но он уже не продолжает их род на уровне ментальном, да, потустороннем, в тонком плане он уже не принадлежит этому роду. И поэтому, когда силы смерти приходят, чтобы закончить, завершить этот род, забрать последнего наследника этого рода, они его не видят, его нет. Его присоединили к другому роду. Тем самым они, понимаете, духи смотрят и видят не как мы с вами. Они не смотрят вот так. В их мире совершенно все по-другому устроено. И мертвые также. Мертвые могут тебя не увидеть, если на тебе есть оберег, и пройти мимо тебя. Духи могут не увидеть человека и пройти мимо него. Это не мы с вами, что вот есть глаза, и как я не вижу, вот человек стоит, вот предмет, вот там часы, вот еще что-то. Как это можно не видеть, если ты на это смотришь? Они смотрят внутренним зрением. У них совершенно другое. Есть очень много уловок в мироздании обмануть эти силы.
Но обмануть это так сказано просто, дословно обмануть. На самом деле, имея власть, имея возможность, имея разрешение, ты можешь закрыть кого-либо от этих духов. Они его в упор не будут видеть. Придут его забирать, его душу, а его не увидят и не заберут. Понимаете, вот как все устроено. Это очень сложно и в то же самое время очень просто, наверное, вот так. Зависит от того, как объяснишь людям, чтобы дошло. Хочу вам объяснить, чтобы все не рынули сейчас просить вселить в себя этого зверя. Или вселить зверя в тех, кто, например, на войне. Вселить его можно только тем людям, у которых, такая профессия, они в такое пекло попали. И вы знаете 100%, что они попали в это пекло или идут в это пекло. И тогда вселение зверя дает человеку силу, неуязвимость, отсутствие страха, хитрость, усиливает его седьмое чувство, вот эту чуйку открывает, и человек побеждает вне сомнения, поскольку это не просто зверь, это не волк и не лев. Это демон, а демона убить невозможно. Вот о чем речь. И пока демон внутри него, его убить невозможно. Его вселяют на один раз, его вселяют на определенное время, на определенный срок. А потом он уходит, как только он выполняет свою миссию и функцию. Но хочу вам объяснить, что в отличие от купола, который делается абсолютно даром мной, вселение демонической силы, она не проходит даром. То есть нельзя этого делать просто так, от балды. От нечего делать. И от демона надо откупаться. Но еще раз говорю, это не говорит о том, что его можно вселить всем подряд. Изредка. Просто объясняю вам, что вот когда говорят, что какой-то боец там верил в магию, или какой-то царь все время ходил, что-то там ему начитывал жрец, и после этого он был непобедим и неуязвим. Или его армия так сражалась просто как в выступлении. Это все благодаря вот таким вот ритуалам происходило. Разумные правители, они держали возле себя целый штат видящих, знающих людей. Тогда было их больше, сейчас намного меньше. И они доверяли им. И было такое ощущение, как будто они предугадывали, видели просто шаги своих врагов на 10 шагов вперед. И они были неуязвимы, они были под защитой богов, потому что верили, потому что доверяли этим силам. Как только они становились самоуверенные, как только начинали преследовать таких людей, их начинали преследовать неудачи. Такой была Бонна Сфорца. Она обращалась к астрологам, она обращалась к ведьмам. У нее были ведьмы, она переписывалась с Хюррем Султан, отправляла ей в письмах какие-то заговоры. И она поднялась. И она получала все, что хотела. Она хотела Мазовию, там были другие герцоги. Получилось так, что все они друг за другом умерли, ушли, и она получила Мазовию. Она хотела династию Егелонов, то есть продолжить. Она смогла это сделать, и сына сделала королем, хотя тогда в Польше короля избирали. То есть у нее все получалось, у этой женщины. Все, за что она не бралась, все у нее получалось, безупречно и хорошо. Но начались ее неудачи тогда, когда она решила, что это ее заслуга, и выгнала придворную ведьму, обидев ее. И после этого у нее начались проблемы. И после этого она прожила недолго, потом ее отравили. Разумные люди, невзирая на свои религии, на свои вероисповедания, невзирая ни на что, они всегда верили в магию. Они всегда знали, что есть нечто, что дано не всем понимать. Но если это нечто уважать и к этому нечто обращаться, он поможет. Хочу вам сказать, что даже в исламских странах, где строго-настрого запрещена магия, колдовство, у всех жен шейхов и эмиров и всяких там королей арабского мира, у них у всех есть связь с такими людьми.
Они все таких держат при себе, они все им платят, они все к ним обращаются очень часто, поэтому они удачливые. Потому что они знают, какая сила никогда не подведет. Понимаете, у религии есть огромное количество законов, канонов, которые надо соблюдать. У общества есть и огромное количество законов, которые надо соблюдать. Моральные есть устои, законы, которые надо соблюдать. Семейный устой, домострой. Везде есть свои ограничения и законы. В магии нет этих законов. Обращаешься к этим силам, просишь, откупился, все, иди дальше, делай, что хочешь. Хочешь своему Богу верь, хочешь религиозные праздники празднуй, что хочешь. Нужна помощь, опять приходишь. Опять обращаешься к этим силам с уважением, опять получаешь эту помощь. Вот поэтому магия – это не беспроигрышная, как вам сказать, беспроигрышная сила во Вселенной. Она помогает всем. Всем, невзирая на вероисповедание, национальность, возраст, на то, что ты король или шут, неважно. Он тебе помогает. Ты просишь удачи, ты получаешь эту удачу. Тебе нужны деньги, ты получаешь эти деньги. И неважно, кто ты по религии, какому богу молишься. Но ты приходишь к этим силам с уважением, они тебя слышат и помогают. Итак, друзья мои, я захотела вам рассказать об этом древнем ритуале, вообще об этом обычае, извиняюсь, который есть у многих народов. Просто владеют этой техникой мало кто. И мне никто вот так вот не передавал это, и не говорил, и не рассказывал, как это делать. Я сама к этому пришла. Мне это дано. Мне дано открывать такие вещи, узнавать и воссоздавать это все, возвращать, вдыхать новую жизнь в них. И еще раз вам говорю, проводится этот ритуал, когда от выигрыша зависит буквально судьба человека, когда он должен выиграть какой-либо поединок, какое-либо соревнование. И от этого зависит его просто будущее. Либо когда человек попал в пекло войны, его нужно вытащить, ему нужна эта звериная сила там. Либо когда человек пропал, ему нужна эта звериная сила для того, чтобы выйти оттуда и вернуться живым. И запомните, есть ритуалы, которые оплачиваются по факту, то есть после того, как они случились. Но обязательно оплачиваются. Если это не делается, то этот зверь поворачивается против человека. Это тоже запомните. Поэтому прежде чем обращаться с такой просьбой, да и не всех возьму и не со всеми это проведу, я уже говорила. Но прежде чем обращаться, подумайте, а способны ли вы быть честны после? Если не способны, лучше этого зверя не трогать. Всем удачи и всех благ.